Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! У нас для вас сегодня очень важное объявление. У нас теперь есть новый сайт. Свой сайт. Да, на котором вы сможете найти все наши материалы. Сегодня мы покажем вам структуру нашего сайта и будем постепенно выкладывать видео, которые будут рассказывать о возможностях нашего сайта. Поехали! Наш сайт называется «Время говорить по-русски», как вы, возможно, ожидали, да? Не неожиданно, правда? Точно так же называется наш YouTube-канал и наш Instagram, и точно так же назывался наш старый сайт, старый учебник, который, может быть, кто-то из вас знает. Итак, наш сайт существует сейчас на двух языках, на русском и на английском. И на сайте вы увидите несколько разделов. Каких, Анна? Расскажи, пожалуйста. Итак, на главной странице нашего сайта вы увидите раздел «Проекты». В этом разделе «Проекты» мы собрали разнообразные проекты, которыми вы можете пользоваться. Самый главный проект это курс для начинающих «Время говорить по-русски». Курс для начинающих, который называется «Чемодан» и который соответствует уровню А1, а соответствие требованиям уровня строго выверено, прошу заметить, открывает этот сайт. И он был на старом сайте, и этот курс теперь есть на новом сайте, в нем появилось много новых переводов на новые языки. Плюс к этому у нас есть продолжение этого курса «Время говорить по-русски» для уровня А2, который называется «Московские каникулы». Что самое главное, все эти видеоматериалы, это не просто видео, как на Ютубе вы смотрите, и дальше вам нужно тратить свое время, силы, чтобы придумывать задания. Если они преподаватели. Да. Студенту нужно все время лезть в словарь, смотреть, думать над конструкциями, что это значит. Мы всю эту работу сделали за вас. Каждому видеоролику курса «Время говорить по-русски» есть грамматический комментарий, грамматический справочник, есть задания по каждой грамматической теме. Еще мало, но они уже есть. Нас очень многие просили сделать возможность для скачивания и использования на бумажном носителе. И это оказалась целая отдельная работа, потому что на PDF это должно выглядеть очень красиво. И мы начали работать. И понятно, самое главное. Да, и красиво, и понятно, и удобно для использования и студентам, и преподавателям, да, и мы сделали для вас возможность использования материалов учебных и видео на PDF с разработанными заданиями, упражнениями, с аудиоматериалами, с возможностью писать, выполнять письменные задания. И это очень важно. Две версии PDF, более простая и более сложная, развернутая. Не уверена, что она более сложная. Она более полная, да? И более развернутая, да, с обилием заданий. Например, к первому уроку у нас даже 20 заданий. Да, в полной версии. В короткой версии, в неполной, 10 заданий, и полная версия еще содержит грамматический комментарий. Да. Сейчас пока на английском языке. Короткая версия без грамматического комментария. Но везде есть ответы, так что если вы самостоятельно изучаете русский язык, вы всегда можете проверить, правильно ли вы выполнили задания и упражнения. Конечно, как все сейчас, мы используем QR-коды в наших PDF-ах, то есть аудиофайлы вы сможете прослушать, перейдя по ссылке этого QR-кода. Но еще важный момент, если этот PDF вы не распечатали, а вы смотрите его на компьютере, на планшете или на телефоне, то QR-код служит также кнопкой, ссылкой, нажав на которую вы перейдете к аудиоматериалу.
или к видео из YouTube. Курс для начинающих невозможен без курса по фонетике, поэтому неотъемлемой частью курса для начинающих является курс по фонетике, с которым я лично очень успешно работаю. Мои китайские студенты намного улучшили свои навыки произношения, познакомились с правилами чтения, с интонацией русской именно благодаря этому курсу. Я с курсом по фонетике работаю буквально каждое занятие сейчас. Это наш проект «Курс для начинающих». Далее на сайте вы также найдете любимый многими сериал «Москва по алфавиту», который мы скоро закончим. Да, обещаем, да. Мы уже много раз обещали, но мы должны его закончить. Мы его закончим. Ну, вы видите, нас всего 3 человека сейчас. Вот мы с Анной и коллега, которая сегодня отсутствует. У нас появился новый человек в нашей команде. Именно ей, Ольге Карпеко, и принадлежала эта идея собрать все имеющиеся материалы на одном сайте, чтобы было удобно этим пользоваться. И Ольга же этот сайт и создала. Значит, ты говорила «Москва по алфавиту», еще один проект. Да. А у нас есть и другие видеопроекты, которые вы тоже видели на Ютубе. Во-первых, русская поэзия, во-вторых, путешествие по России. И культура и традиции, конечно, традиция, история. Да, конечно. Это все вы тоже найдете на нашем сайте, все вместе с заданиями. Да. И также тексты к проекту «Москва по алфавиту» или «Традиции и история». Но тексты были и раньше, тексты раньше, есть задания. И теперь мы начали уже делать задания к этим тоже видеоматериалам. Да, и вы сможете увидеть задание на данный момент к Арбату. Да. Да. Есть материал более простой для начинающих, есть гораздо более сложный для продолжающих. Это будет называться «Москва по алфавиту плюс». Вы там увидите такой плюсик в PDF, и вы будете знать, что это более сложные задания. На сайте у нас есть раздел, который называется «Другие материалы» или «Дополнительные материалы». Здесь вы найдете аудио и материалы по чтению для разных уровней. Во-первых, там есть материалы, которые связаны с лексико-грамматической темой урока «Время говорить по-русски». Да, вот первый урок, там дается существительное, число, да, и так далее. И для отработки этого материала на примере текста или на примере прослушивания аудиоматериала вы можете обратиться в этот раздел и также с упражнениями использовать при своей работе и дополнительный материал. Но там есть и только аудиоматериалы, например, для высоких уровней, уровень B1, B2 и даже C1. И, конечно, мы все время материалы туда будем добавлять, потому что их очень много. Самое главное тоже, в свете современных тенденций, сайт прекрасно открывается на телефоне и планшете. Это была отдельная задача, обязательная для современности, и там все так же красиво, как при использовании на компьютере. Ну, наверное, это все. Да, так вот, надеюсь, вы оцените наш подарок к Новому году. Мы очень гордимся, что мы это сделали. Да, поздравляю тебя, Аня. Поздравляю тебя, Юля. Ждем ваших комментариев. Любые ваши предложения, комментарии, оценки, любые ваши слова. Мы, как вы знаете, отвечаем очень быстро, оперативно и всегда обращаем на них большое внимание. Можете нам писать не только на e-mail, но также приходите к нам в Facebook на нашу страницу, приходите к нам в Instagram, мы там тоже везде вам ответим, если у вас есть какие-то вопросы. Ждем вас всех на нашем новом сайте. С Новым годом! Ура!